Всем привет! Мы все чего-то боимся. Темноты, пауков, высоты. Эти страхи знакомы каждому. Но есть люди, чьи фобии настолько странны, что в них сложно поверить. Сегодня ты узнаешь о 10 самых необычных фобиях на планете. Некоторые из них звучат смешно, пока не поймешь, насколько тяжело с ними жить. Амфалофобия – страх пупков. Да, существует фобия, при которой человек боится пупков. Люди с амфалофобией испытывают сильнейшее отвращение или практический страх при виде пупка, своего или чужого. Для них даже мысль о прикосновении к этой части тела вызывает дрожь. Ученые связывают этот страх с детскими травмами или неприятными ассоциациями с телесностью. Некоторые пациенты избегают купания, переодевания или одежды, оголяющей живот. Несмотря на абсурдность, для страдающих этим людей это не шутка, а реальная проблема, ограничивающая жизнь. Глобофобия – страх воздушных шаров. Воздушные шары кажутся символом праздника, но для человека с глобофобией это источник ужаса. Они боятся звука лопнувшего шара, непредсказуемого его поведения и даже прикосновения. Особенно тяжело детям. Они могут плакать и убегать при виде шаров. Интересно, что этот страх связан часто с резкими звуками. Мозг воспринимает хлопок как угрозу. В терапии используется постепенное привыкание, помогая пациенту понять, шар не опасен, но путь к этому долгий и сложный. Трипофобия – страх скопления отверстий. Одна из самых обсуждаемых фобий 21 века. Мелкие отверстия, как в сотах, губках, шкуре фруктов, вызывают у людей с трифобией сильное отвращение и тревогу. Они описывают это как ощущение кожного зуда или страх заражения. Ученые предполагают, что это связано с древним инстинктом избегать ядовитых растений и болезней. Несмотря на то, что трипофобия официально не признана психическим расстройством, миллионы людей по всему миру испытывают ее симптомы. Даже простое изображение может вызвать панику. Номофобия – страх остаться без телефона. Современная болезнь цифровой эпохи. Термин номофобия происходит от no mobile phone phobia – страх остаться без связи, без интернета, без зарядки, без доступа к соцсетям. Для некоторых это уже катастрофа. Симптомы похожи на тревожное расстройство, потливость, дрожь, чувство изоляции. Исследования показывают, что до 70% людей испытывают тревогу, когда теряют телефон. Это яркий пример того, как технологии формируют новые виды зависимости и страха. Пагонофобия – страх бороды. Для большинства борода – это просто элемент внешности, но люди с пагонофобией испытывают перед ней настоящий ужас. Им кажется, что за бородой скрывается грязь, болезнь или агрессия. Часто фобия развивается после детской травмы. Например, когда ребенка напугал взрослый с густой бородой. Есть случаи, когда женщины с этой фобией избегают общения с мужчинами вообще. Терапия помогает, но лечение может длиться годами. Арахибутерофобия – страх арахисового масла, прилипшего к небу. Одна из самых редких и странных фобий. Люди боятся, что арахисовое масло прилипнет к небу и вызовет удушье. Хотя само по себе арахисовое масло не опасно, страх настолько силен, что человек может полностью отказаться от орехов и похожих продуктов. В психологии это связывают с опытом удушья или панической атакой в прошлом. Для постороннего это звучит смешно, но для страдающего это реальный ужас на грани физиологического страха смерти. Клоурофобия – страх клоунов. Кажется, клоуны должны смешить, но для многих они источник паники. Причина в эффекте зловещей долины. Лицо клоуна выглядит человеческим, но слишком искусственным. Исследования показывают, что клоурофобия часто появляется у детей после просмотра фильмов ужасов или неприятных встреч с клоунами. Даже взрослые могут испытывать дрожь при виде грима и широкой улыбки. В наше время этот страх стал массовым, в частности благодаря кино и поп-культуре. Эйсоптрофобия – страх зеркал. Зеркало отражает реальность, но для некоторых людей это источник панического ужаса. Эйсоптрофобия – страх увидеть свое отражение. Человек может бояться увидеть в зеркале нечто чужое, искаженное или даже сверхъестественное. Часто это связано с травматическим опытом или навязчивыми мыслями о внешности. Такие люди могут полностью убрать зеркала из дома и избегать витрин. В тяжелых случаях страх сочетается с депрессией и тревожным расстройством. Танофобия – страх смерти. Один из древнейших человеческих страхов, но у некоторых он выходит из-под контроля. Люди с танофобией не просто боятся умереть, они постоянно думают о смерти и видят угрозу в каждом событии. Это приводит к бессоннице, панике и отказу от социальных контактов. Часто фобия усиливается после потери близких или тяжелых болезней. Психотерапия помогает научиться воспринимать смерть философски, как часть жизни, но страх, как правило, никогда не исчезает полностью. Панфобия – страх всего. Панфобия – одно из самых тяжелых психических состояний. Человек испытывает постоянный страх, но не может объяснить, чего именно боится. Все вокруг кажется угрозой – люди, звуки, свет, даже воздух. Психиатры считают панфобию разновидностью генерализированного тревожного расстройства. Жить с ней крайне сложно, многие не выходят из дома годами. Это напоминание о том, насколько мощным может быть человеческий страх, когда он теряет форму и границы.
Страх – естественный механизм выживания, но иногда он превращается в ловушку, из которой трудно выбраться. Эти фобии кажутся странными, но для тех, кто ими страдает, они реальны. И возможно самое страшное – это не то, что мы видим снаружи, а то, что живет внутри нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.